Глава 521. Дикий водяной дракон. Дикий водяной дракон. Хань Ли внутренне вскрикнул с лицом, перекошенным от ужаса. У этого алого демонического зверя тело было длинное более 400 метров и внешне напоминало чернильного водяного дракона. Кроме того, это был один из самых страшных типов водяных драконов своего вида. Судя по его застывшей сущности, сверкавшей на его алых чешуйках, он был настоящим демоническим зверем 8-го ранга. Этот демонический зверь испускал такое давление, которое Хань Ли встречал раньше только у культиваторов зарождающейся души. Водяные драконы были одним из немногих древних демонических зверей, которые смогли выжить до нынешнего времени. Эти демонические звери не только культивировали гораздо быстрее, чем другие, но их магическая сила также значительно превосходила силу других демонических зверей аналогичного ранга. Водяной дракон даже мог победить противника выше рангом. Согласно древними записями, настоящий водяной дракон 8-го ранга был равен по силе демоническому зверю другого вида 9-го ранга. Это знание заставило Хань Ли побледнеть от шока. Ему сразу же захотелось бежать, но он сейчас не мог совершать опрометчивых действий. К этим демоническим зверям направлялись еще 2 полоски света. Очевидно, что у них были враждебные намерения, поскольку они даже не пытались скрыться. При виде этого Хань Ли постарался как можно более незаметно надеть на себя кроваво-красный плащ. В то же время он также взял в руки медный 5-элементный браслет и цветочную корзину. Будучи наготове, Хань Ли почувствовал себя намного более непринужденно. К этому моменту дикий водяной дракон протяжно зашипел. Он повернул свою длинную голову к огромной черепахе, которая со всей силы сопротивлялась молнии, и стал наблюдать за ней со странным выражением. Вскоре тело водяного дракона стало испускать пугающий синий свет, в результате чего его тело внезапно сжалось. Через мгновение тело водяного дракона приняло человекообразную форму. Однако голова этой человекообразной формы по-прежнему выглядела как голова водяного дракона, а также все его тело было покрыто красноватыми чешуйками, а за спиной у него извивался чешуйчатый хвост. Трансформация водяного дракона ошеломила Хань Ли. Водяной дракон был владыкой как в море, так и на суше. Однако, после того, как он трансформировался, его глаза бессознательно устремились в направлении Хань Ли, а его взгляд стал ледяным. Хань Ли вдруг почувствовал, как по его телу пронесся холод, мгновенно он крепче схватился за свои древние магические сокровища вспотевшими ладонями. К счастью, золотой свет и красный блеск прибыли как раз в это время. Водяной дракон сразу же потерял интерес к Хань Ли, как только увидел 3 человек, появившихся прямо перед ним. Золотой свет рассеялся и показал старого даоса, выглядевшего как мудрец. У него в руках была сабля и хлыст, а одет он был в сверкающую золотистую одежду. Он закрутил свою бороду, изучая человеческую форму водяного дракона. Хотя на его лице было удивление, глаза были совершенно спокойные. Недалеко от старого даоса стояли 2 мужчин средних лет с одинаковой внешностью. Их кожа выглядела бледной, как у трупов, а одеты они были в красную одежду. Единственное различие между ними, которое Хань Ли смог увидеть, заключалось в том, что у одного из них была 3-метровая голова призрака, в то время как у другого была огромная красная тыква на спине. Сначала они взглянули на огромную черепаху под ними, а затем перевели взгляд на водяного дракона и старого даоса. Они были молчаливы и не выражали никаких эмоций. Старик, похоже, был культиватором на ранней стадии зарождающейся души, а 2 других были культиваторами на поздней стадии формирования ядра. Но Хань Ли был сбит с толку при виде, что 2 этих мужчин и старик решились сразиться с водяным драконом. Старик перевел свой взгляд на 2 мужчин в красном, улыбнулся им и сказал «Хе-хе». Не думал, что встречу братьев Хо здесь. Прошу прощения, что не узнал вас раньше. Лицо мужчины в красном с тыквой на спине дернулось. Затем он бесцеремонно сказал: мы также не ожидали встретить здесь старшего Цзинься. Если старший хочет уничтожить этих 2 демонических зверей самостоятельно, мы не будем вам мешать. Когда старый даос услышал это, он почувствовал себя мрачным. Водяной дракон — демонический зверь 9-го ранга. Он был не настолько высокомерным, чтобы пытаться одолеть его в одиночку. Его магической силы, даже вместе с его магическими сокровищами, было недостаточно, чтобы победить водяного дракона. Нахмурившись, старик сухо кашлянул несколько раз. «Вы, господа даосы, верно шутите. Я в одиночку не смогу справиться с диким водяным драконом. Точно как и вы не сможете в одиночку поймать его. Вместе у нас есть шанс на успех. Не желаете ли объединить наши усилия? В этом случае мне нужна только душа дракона и все. Демоническое ядро можете оставить себе». Даос Цзинься посмотрел на 2 мужчин в красном, говоря это. Слова старого даоса, казалось, противоречили ожиданиям 2 мужчин в красном.
Переглянувшись между собой, очевидно, обсудив это каким-то тайным способом, мужчина средних лет, державший голову призрака, кивнул и ответил: «Отлично. Мы согласны с условиями старшего. Мы не хотим отказываться от такой возможности и приложим все усилия». Не успел мужчина с головой призрака сказать это, как другой уже приготовил свою огненно-красную тыкву. Когда старик услышал это, он обрадовался. Он поднял руку и выбросил из рукава лазурное нефритовое кольцо. Оно полетело вниз, издавая странный вопль. Дикий водяной дракон холодно посмотрел на троих, словно понимая их слова. На его лице тут же появилось свирепое выражение, он открыл пасть и выстрелил лучом красного света в сторону старика. Его силуэт несколько раз сверкнул и исчез из поля зрения. В следующий момент дикий водяной дракон появился за двумя мужчинами в красном. Вокруг его когтей загорелся синий свет, и он тут же атаковал их. Голова призрака в руках одного из мужчин тут же приняла форму злобного духа ростом в 3 метра и заблокировали атаку дракона, спасая их жизни. В этот момент братья Хо сильно испугались. На их лицах было сильное потрясение. В тот же момент большая красная тыква затряслась. Оттуда выскочило бесчисленное количество зерен красного кристалла, обволакивая площадь более 300 метров, превратив ее в царство пылающего огня и окружив им дракона. Что касается алого луча света, который выпустил водяной дракон, то в настоящее время его заблокировало нефритовое кольцо старика. Выражение старика было довольно торжественным, поскольку он сделал все возможное, чтобы не подпустить к себе алый свет. Он знал, что алый свет не следует недооценивать. Дикий водяной дракон подавлял 2 культиваторов поздней стадии формирования ядра в явной попытке задержать их, чтобы черепаха смогла закончить свою трансформацию. Напротив, старик и мужчины в красном боялись того, что дракон может сбежать, и радовались, что он тратил свою магическую энергию впустую. В дальнейшем это сэкономит им немного неприятностей. Что касается огромной черепахи, даже если ее трансформация была бы завершена, ее первородная ци сильно бы пострадала от этого, так что она не могла представлять для них большой угрозы. Таким образом, 3 культиватора продолжили борьбу с демоническим зверем в небе, пока огромная черепаха под ними не достигла ключевого момента в ее трансформации. С неба то и дело падали вспышки молнии, которые стали преобразовываться в шаровые молнии. Каждый удар заставлял огромную черепаху трепетать и дико выть. Хань Ли радовался увиденному. Естественно, единственное, что он собирался сделать сейчас, это воспользоваться ситуацией. Эта битва явно не подходила ему по уровню. Но в любом случае, независимо от того, какая из сторон выиграет, этого было бы более чем достаточно, чтобы решить затруднительное положение пещеры Хань Ли. На данный момент, наконец, у Хань Ли появилась возможность побега. Он решил немедля воспользоваться ей. Наполнив свой кроваво-красный плащ магической силой, он метнулся отсюда на невероятной скорости, превратившись в полоску красного света. Неожиданное появление Хань Ли и его необычная скорость несколько встревожили как культиваторов, так и водяного дракона. Но они все проигнорировали его появление. Это было потому, что они прекрасно понимали, что уровень культивации Хань Ли был довольно низким, хотя он и мог передвигаться с такой скоростью. Культиватор на ранней стадии формирования ядра явно не интересовал их. Поскольку Хань Ли боялся, что демонские звери или культиваторы обнаружат его пещерную резиденцию, он решил лететь в направлении от морского тумана. С поразительной скоростью кроваво-красного плаща Хань Ли смог преодолеть несколько тысяч километров в считанные минуты. Увидев, что преследователей не было, он наконец расслабился и полетел без плаща, войдя в туман. Пролетев большую часть дня, Хань Ли наткнулся на случайный остров и остался там. Несколько дней спустя Хань Ли решил, что битва уже должна была подойти к концу, и он осторожно улетел обратно. Как и ожидалось, море рядом с туманом было совершенно спокойным. Ни демонских зверей, ни культиваторов, ни небесной молнии не было в поле зрения. Все выглядело так, как будто ничего не произошло. Хань Ли плыл над соседними морями и некоторое время пробормотал про себя, прежде чем медленно высвободил свое духовное чутье в близлежащее море. Его тело внезапно размылось вспышкой лазурного света, и он нырнул в море. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить еду, он вынырнул, держа в руках что-то. Глава 522. Радужные бусины и новые золотые прожорливые жуки. На месте, где произошло сражение, Хань Ли нашел странный, сверкающий серебряным светом предмет, около 10 метров в длину. Похоже, это была часть хвоста огромной черепахи. Другой предмет, который нашел Хань Ли, был частью головы призрака и по-прежнему содержал значительное количество духовной ци. На основе этих 2 предметов было довольно сложно разобраться, кто выиграл битву.
После того, как черепаха завершила свою трансформацию, возможно, что битва переместилась в другую часть моря. В конце концов, битва между культиватором, зарождающейся души и демоническими животными 8-го ранга не могла так легко закончиться. Для более слабой стороны было сложно убежать. Хань Ли, прищурившись, посмотрел на 2 предмета в своих руках. Немного подумав, он бросил 2 предмета обратно в море. Хотя было маловероятно, что кто-то захочет искать эти 2 предмета, но Хань Ли не хотел навлекать на себя лишних проблем. Осмотревшись по сторонам и изучив окрестности, он убедился, что поблизости нет скрывающихся культиваторов или демонических зверей, а затем без колебаний растворился в морском тумане. При виде того, что ограничительные заклинания снаружи его пещерной резиденции остались нетронутыми, Хань Ли, наконец, смог вздохнуть с облегчением и поспешно направился внутрь. Прежде чем началась битва, Хань Ли первоначально планировал покинуть остров, но потом он передумал. Даже если демоническая черепаха пережила битву, и ее гнездо было поблизости, она определенно была тяжело ранена. С другой стороны, пережив такую серьезную битву, она, скорее всего, ушла в другое место. Более того, найти другой скрытый остров было бы нелегким делом. И даже если он найдет другой, не было гарантии того, что там снова не окажется еще один высокоранговый демонический зверь. Следовательно, остаться здесь было намного безопаснее. Однако Хань Ли не смел расслабляться, а решил еще больше укрепить свою оборону и наложил еще несколько иллюзорных формаций на свой остров. Он также вырезал 2 ложные пещерные резиденции на других частях острова и размещал на них отдельные ограничительные формации для маскировки. При этом, если бы его атаковали какие-либо могущественные враги, у него была бы возможность сбежать. Сделав это, Хань Ли, наконец, почувствовал себя непринужденно. Однако Хань Ли не знал, что битва, которая произошла в тот день, была только искрой, которая через несколько дней привела бы к огромной битве между культиваторами и демоническими зверьми. Разгневанные водяные драконы внешних звездных морей объединились и стали охотиться на людей, посеяв ужасающее бедствие среди человеческих культиваторов. Хань Ли, который провел несколько дней в покое в своей пещерной резиденции, уже давно забыл про эту битву. В настоящее время он создавал несколько наборов инструментов для своей будущей охоты на демонических зверей. Поскольку он планировал выследить демонических зверей 6-го или 7-го ранга, он не мог позволить себе быть небрежным. За это время золотые прожорливые жуки уже стали откладывать яйца. При виде этого Хань Ли был приятно удивлен и стал воодушевленно наблюдать за этим. Хотя яйца сверкали серебряным светом, как и ожидалось, на яйцах также появились странные черные пятна. При виде этого первой мыслью у Хань Ли было то, что золотые прожорливые жуки смогли каким-то образом продвинуться в ранге. Но Хань Ли вскоре отверг эту идею. Хотя золотые прожорливые жуки были достаточно мощными, они все еще не были такими несокрушимыми, как та зрелая форма, что описывалась в легендах. Они не могли так быстро созреть. Подумав еще, Хань Ли вспомнил о множестве огненно-железных муравьев, которых съели его жуки. Может быть, потому что золотые прожорливые жуки съели так много огненно-железных муравьев, они претерпели неожиданную мутацию, любопытство Хань Ли не знало предела. Однако, по своему предыдущему опыту он знал, потребуется около года для вылупления яиц. Таким образом, он решительно подавил свое ожидание, установил вокруг кладки ограничительное заклинание, а затем поместил в него каплю своей крови, чтобы жуки признали его своим хозяином после вылупления. Затем Хань Ли направился в комнату к золотым нитевидным шелкопрядам. Между тем все золотые нитевидные шелкопряды, кроме тех, кому он дал радужные бусины, погибли. Однако и у 2 оставшихся в живых не было никаких признаков улучшения, несмотря на то, что они смогли прожить так долго и получили столько лекарств. В этот момент Хань Ли полностью отказался от мысли о том, что их еще можно спасти, и специально подготовил для них немного радужной травы. Он хотел посмотреть, как она на них подействует. Кроме того, этот эксперимент показывал, что радужные бусины не имели никакого отношения к небесной таблетке. Хотя они и не причиняли вред тому, кто их использовал, но и особого положительного эффекта не наблюдалось. Через полмесяца Хань Ли закончил свои наборы инструментов для создания ограничительных заклинаний и накормил траву радужной травой золотых нитевидных шелкопрядов. Теперь он планировал остаться в уединении и употребить радужные бусины. Несмотря на то, что 2 из них он дал шелкопрядам, у него все еще осталось 6. Хань Ли сидел, скрестив ноги, в центре комнаты и спокойно смотрел на коробку с радужными бусинами. Поскольку он уже принял решение, он не собирался отступать. Он быстро взял одну бусину и положил его себе в рот. Вскоре Хань Ли был крайне удивлен. Как только бусина попала ему в рот, она размягчилась. На вкус она была горьковатой, но ее легко было проглотить. Как только она попала ему в живот, он тут почувствовал поток странного тепла по направлению в его дантянь.
Хань Ли нахмурился и погрузил в себя свое духовное чутье. Радужная бусина лежала в его желудке совершенно неповрежденной и испускала слабый свет. При виде этого Хань Ли пробормотал про себя что-то, а затем сделал руками жест заклинания. В этот момент из его золотого ядра вырвалась тонкая нитка лазурного пламени и окутала шарик, а затем стала медленно плавить его. В одно мгновение всего его тело стало горячим, затем Хань Ли закрыл глаза и начал медитировать. 2 месяца спустя Хань Ли полностью расплавил шарик пламенем своего ядра, но он не почувствовал никаких изменений. Немного поколебавшись, он приступил ко второй. Год пролетел в мгновение ока. Поглотив все 6 радужных бусин, Хань Ли вышел из уединения. Только теперь он смог почувствовать небольшое изменение, он поглощал духовную ци и производил духовную силу чуть быстрее. Хотя эффекты были не очень очевидны, Хань Ли был вне себя от радости. В конце концов, эффекты радужных бусин еще не полностью проявили себя. Тем не менее, веселое настроение Хань Ли вскоре было омрачено суровой реальностью. После того, как золотые нитевидные шелкопряды съели радужную траву, они отложили яйца. Но все эти яйца оказались нежизнеспособными, а сами шелкопряды погибли у кладки. Хань Ли стоял снаружи комнаты для насекомых, молча смотрел на мертвые яйца. Несмотря на то, что он понес немалые убытки, он, по крайней мере, сумел проверить лекарственные эффекты радужной травы. Хотя Хань Ли подозревал, что зрелая радужная трава будет иметь аналогичный эффект, который способствовал размножению у демонических зверей, но у него не было возможности проверить его до сих пор. И результаты проверки на шелкопрядах показали, что трава действительно обладала таким эффектом. Чем выше ранг демонического зверя, тем труднее было воспроизвести потомство. Неудивительно, что высокоранговые демонические звери всегда гнездились вблизи радужной травы. Как говорится, беда и удача часто идут рука об руку. Через несколько дней после того, как Хань Ли обнаружил мертвых шелкопрядов, из яиц золотых прожорливых жуков вылупилось потомство. Недавно вылупившиеся золотые прожорливые жуки стали для Хань Ли приятным сюрпризом. Внешне они выглядели слегка иначе. Помимо золотых пятен на их панцире, у них появились еще и черные пятна. Но что более важно, они испускали более сильную духовную ци. Хань Ли теперь полностью уверен, что золотые прожорливые жуки изменились, потому что предыдущее поколение золотых жгучих жуков поглотило бесчисленное количество огненно-железных муравьев. Конечно, Хань Ли пришлось бы потратить какое-то время на проверку, чтобы выяснить, какие различия они приобрели. В результате Хань Ли поместил всех жуков в сумку для хранения и вернулся в свою тайную комнату. Примерно через полдня он вышел из комнаты с нескрываемым волнением. Эти новые золотые прожорливые жуки были намного мощнее, чем он ожидал. Теперь он чувствовал себя еще более уверенным в своей будущей охоте на демонических зверей. Хотя Хань Ли все еще хотел заняться исследованием фрагментов марионеток из Небесного зала, он считал, что это дело еще может подождать несколько лет. Таким образом, он мог только отложить его на потом. Хань Ли уже закончил подготовку к своей морской экспедиции за высокоранговыми демоническими зверьми. У него уже была радужная трава и комплекты инструментов для установки формации. На всякий случай Хань Ли взял с собой своего кровавого паука и плачущую душу. В то время как Хань Ли чувствовал себя довольно непросто, поскольку ему пришлось оставить духовные лекарственные растения, в частности, 9-листный духовный женьшень. В конце концов, он точно не знал, как долго он будет в море. 9-листный духовный женьшень был таким растением, которое нельзя было надолго отделять от земли. Таким образом, он оставил часть недавно вылупившихся золотых прожорливых жуков в своей пещерной резиденции. Он отдал им приказ убивать любых культиваторов или демонических зверей, которые окажутся поблизости. Таким образом, любые нарушители были бы убиты, если бы они не были культиваторами зарождающейся души или демоническими зверьми 8-го ранга. Глава 523. Извлечение душ и захват ядер. После того, как формации у входа в его пещерную резиденцию были закончены, Хань Ли завершил подготовку к своему продолжительному путешествию. Что касается духовного дерева, то эти 2 года Хань Ли постоянно поливал его зеленой жидкостью, в результате чего оно полностью выросло. Дерево напоминало золотой молниеносный бамбук, а оно перестало расти по достижению 10-летнего возраста. После достижения этой точки созревания зеленая жидкость никак не действовала на него. Естественно, Хань Ли не собирался просто так оставлять это дерево пылиться. Он вырезал из длинного ствола дюжину шариков большого размера, нанизал их на золотую нить, которую повесил себе на шею. Этот тип божественной древесины не нуждался в тщательной доработке, достаточно было носить его близко к своему телу, чтобы использовать его чудесные способности к развитию и восстановлению души. Закончив все дела в своей пещерной резиденции, Хань Ли покинул остров.
Поскольку у него была радужная трава, ему не было необходимости уходить вглубь морей. Там можно было наткнуться не только на высокоранговых демонических зверей, но и на культиваторов зарождающейся души. Такое место совершенно не подходило для того, чтобы установить ловушку для демонических зверей. Пока у него была радужная трава, для него не было разницы в местности. Таким образом, ему лучше было бы найти изолированный коралловый остров. Подумав так, Хань Ли выстрелил на запад, исчезнув за горизонтом мгновения ак. Через месяц Хань Ли остановился над огненным коралловым рифом. По дороге сюда ему попадалось множество коралловых островов, но все они были расположены слишком близко к его резиденции. Он боялся, что это может навлечь на нее неприятности, поэтому продолжал лететь дальше. Коралловый риф, на который он наткнулся сейчас, был настолько мал, что его нельзя было назвать островом, однако его было более чем достаточно для посадки радужной травы. Хань Ли решил, что это будет место его первой ловушки. В настоящее время он уже разместил 4 ограничительных формации поблизости того рифа и близлежащих окрестностей. Осталось только аккуратно разместить радужную траву в центре формаций. Поскольку он хотел привлечь демонических зверей 6-го ранга, ему была нужна радужная трава в возрасте до 400 лет. Для выращивания такой травы ему потребовался бы месяц, но он не собирался тратить время зря. Первые 3 цветка радужной травы привлекли к себе нескольких низкоранговых демонических зверей. Хотя таблетки, сделанные из ядер низкоранговых демонических зверей, слабо влияли на культивацию Хань Ли, он мог обменять их на духовные камни. Таким образом, Хань Ли совершенно не собирался так легко отпускать этих зверей. Как и ожидалось, после того, как радужная трава расцвела в 4-й раз, она стала приманивать демонических зверей 4-го ранга. Он с легкостью убил их с помощью облачных бамбуковых мечей. Глядя на распустившуюся радужную траву с 3 развернутыми листьями, Хань Ли глубоко вздохнул и снова капнул зеленую жидкость на это растение. Затем он положил бутылку и сел рядом с ней, начав медитировать. Через 3 дня радужная трава развернула свой 4-й лист и стала испускать яркий аромат. Все это время Хань Ли провел в медитации. Хотя убийство демонических зверей 5 или 6-го ранга не представляло для него никаких проблем, но, в конце концов, он был одиноким путешественником в огромном море. Так что лучше было думать о своей безопасности. Эффекты радужной травы не всегда были последовательными. В прошлом он привлек черного дракона 7-го ранга, почти доведя его смерти. Он был вынужден пожертвовать довольно ценным заклинанием, чтобы убежать. Хань Ли действительно не хотел потерять свою жизнь из-за собственной небрежности. Спустя какое-то время выражение лица Хань Ли дернулось, и он открыл глаза, холодно уставившись вдаль. Спустя мгновение на горизонте появилась буря плотных черных облаков, сопровождаемая водоворотом в 30 метров, который внезапно появился под ним. Изнутри слышалось слабое рычание. С спокойным выражением Хань Ли выстрелил в воздух, превратившись в полоску лазурного света, и стал наблюдать за происходящим. С приглушенными грохотами, доносившимися из водоворота, оттуда выскочил демонский зверь, окутанный черной ци. Демонический зверь был довольно маленьким, длиной всего 10 метров. При виде радужной травы он громко взвизгнул. Хань Ли с облегчением вздохнул. Хотя он не мог видеть истинную форму демонического зверя, из-за окутывавшей его черной ци, но, судя по интенсивности черной ци, казалось, это был демонический зверь 6-го ранга. Это был самый оптимальный результат, на который он больше всего рассчитывал. Хань Ли застыл в воздухе и стал внимательно рассматривать зверя. Спустя мгновение демонический зверь рассвирепел от запаха радужной травы. Громко зарычав, он отчаянно набросился на коралловый риф, создавая волну высотой в 30 метров. После того, как Хань Ли увидел трансформацию черепахи, это не могло произвести на Хань Ли никакого впечатления. Взмахнув рукой, на его ладони появилась темно-зеленая пластина формации. Выпустив вспышку лазурного света из руки, Хань Ли без колебаний запустил пластину, заставив ее светиться ослепительным желтым светом. В следующий момент из моря вышло более десятка лучей желтого света, образуя барьер желтого огня, который окружил демонического зверя. Демонический зверь демонов явно был поражен. Он тут же стал размахивать своими лапами из черного облака ци, яростно ударяя по желтому световому барьеру. Желтый световой барьер дрогнул от огромного взрыва и, казалось, был на грани краха. Казалось, что барьер не сможет продержаться дольше. Однако это дало Хань Ли достаточно времени на подготовку. Хань Ли выпустил свой медный 5-элементный браслет, который исчез в следующее мгновение. Внезапно из черной ци показалось радужное сияние, вслед за которым раздался ужасающий рев. В следующее мгновение рев прекратился, а черная ци рассеялась, являя демонического зверя. Демонический зверь оказался серой креветкой длиной в 12 метров, с 3 зелеными глазами с каждой стороны головы. Она выглядела испуганной.
В настоящее время она была ограничена в движении 5 медными полосами, и у нее совершенно не было возможности сбежать. В этот момент 2 полосы яркого голубого света пролетели вниз и стали вращаться вокруг огромной креветки, разрывая ее на кусочки. Зеленая кровь забрызгала во все стороны. Медный 5-элементный браслет несколько раз дрогнул, а затем исчез и снова появился в руке Ханли. Он слегка улыбнулся и встряхнул пластину в руке. Желтое сияние сразу же исчезло вместе с барьером. Затем, по взмаху его руки, 5-элементный браслет переместился в чашу по вспышке яркого света. Сложив обе руки на чашу, Ханли подлетел к трупу. Холодный блеск сверкал в глазах Ханли, когда он смотрел на голову огромной креветки. Без промедлений Ханли вытянул палец и начал бормотать заклинание. Кончик его пальца начал светить и постепенно становился все ярче. Ханли холодно фыркнул. Несколько тонких белых нитей вырвались из его пальца и проникли в череп огромной креветки. Затем, встряхнув палец, белые струны вытащили из головы креветки круглую сферу зеленого света и переместили ее чашу для хранения душ. Сфера зеленого света словно поняла, что это не сулит ей ничего хорошего, и стала изо всех сил бороться против белых нитей. Однако она не могла вырваться на свободу и продолжала медленно приближаться к чаше. Когда она находилась примерно в футе от чаши для хранения души, сферу зеленого света внезапно окутал черный свет и втянул в миску. В этот момент Ханли улыбнулся. Затем он подошел к трупу креветки, порылся в ее останках и вытащил светло-голубую сферу. Мало того, что ядра демонических зверей 6-го ранга были больше, чем у 5-го ранга, они также были более полупрозрачными и сияли слабым свечением. Это выглядело невероятно красиво. Посмотрев на него еще немного, Ханли положил ядро в сумку для хранения и снова взглянул на труп огромной креветки, словно ему что-то пришло в голову. Он внезапно поднял руку и взмахнул ей. Он отрубил когти демонического зверя и положил их в сумку для хранения, не задумываясь. Затем он выстрелил в останки огненным шаром, превратив их в пепел. Ханли спокойно улетел обратно к радужной траве и снова погрузился в медитацию. Он был уверен, что поблизости было много демонических зверей 6-го ранга. Теперь ему просто нужно было спокойно подождать, пока появится следующий. Глава 524. Слежка. Спустя 7 лет после того, как Ханли начал собирать демонических зверей, группа культиваторов с разным уровнем культивации медленно летала на низкой высоте в районе внешних звездных морей. Они время от времени оглядывались, словно что-то искали. Почти все они были на стадии заложения основ, кроме 3 лидеров. Один из их лидеров была на средней стадии формирования ядра, а 2 других на ранней стадии. Культиватор средних лет с желтоватым лицом нетерпеливо спросил: «Брат Су, демонический зверь 6-го ранга на самом деле здесь где-то поблизости? Мы ищем здесь уже несколько дней и даже расширили периметр поиска». Очевидно, что эта информация неверна. Казалось, говорящий обращался к старику и, казалось, был уверен в своих словах. Старик был самым высокоранговым культиватором среди них, единственным культиватором средней стадии формирования ядра. Старик равнодушно ответил: «Не будь таким нетерпеливым, господин Даосмин. Информация, которую мы получили, была приблизительной. К тому же локация могла измениться за несколько дней, поэтому нам ничего не остается, кроме как побродить несколько дней поблизости. Я уверен, что мой информатор не посмел бы меня обмануть». Третий культиватор формирования ядра, крупный человек с дьявольским лицом, внезапно сказал: «Демонический зверь, возможно, уже покинул этот район, или же его гнездо вовсе не находится в этой области». Невозможно. Это редкий стеклянный зверь. Мы использовали наше духовное чутье в соседних морях и заметили его самую любимую пищу — трехцветную водоросль. Его гнездо должно быть поблизости, ответил уверенным тоном изможденный старик. Очевидно, что 2 культиватора формирования ядра высоко ценили старика, они больше не сказали ни слова. Вместо этого они продолжали распространять свое духовное чутье во всех направлениях. Культиваторы заложения основ были либо их учениками, либо младшими родственниками. Таким образом, никто из них не осмеливался вмешиваться в их разговор. Под руководством 3 культиваторов формирования ядра группа продолжала свои поиски всю остальную часть дня. К сожалению, они ничего не нашли. К этому времени старик хмурился. Эх. Изначально, когда кто-то оставался в глубине, даже в случае неудачи, им все равно удавалось приобрести 4 ядра высокоранговых демонических зверя в год. Но сейчас, с тех пор, как мы вышли из глубины, мы столкнулись только с 2 высокоранговыми демоническими зверьми, и еще хуже, нам не удалось заполучить их ядра, с досадой проворчал культиватор по имени Мин. «Хватит. Брат Мин, ты и сам знаешь о ситуации.
Мы не можем идти вглубь, там нас ждет только смерть. Худощавый старик, который молчал все это время, вдруг заговорил: это все равно ненормально. Глубины были местом, где мы могли бы заработать себе на жизнь. Но 2 года назад, с тех пор, как началось восстание демонических зверей, все глубины стали ограниченной зоной. Высокоранговые культиваторы, которые часто блуждали по глубинам, больше не возвращались. В прошлом году несколько эксцентриков зарождающейся души объединились и исследовали центральную область глубин. Но в результате даже им пришлось бежать оттуда, пождав хвост. Возможно, им пришлось столкнуться с чем-то доселе невиданным. Среди тех культиваторов выжил только мастер 4 путей. Кажется, остров невероятных глубин не сможет продержаться дольше. Худощавый старик замолчал на мгновение, а затем продолжил: слова Даоса Сюаня имеют смысл. Хотя демонические звери глубин все еще можно считать послушными, поскольку они еще не вышли из глубины, кто знает, когда они атакуют нас. Это совсем не невозможно. У нас нет выбора, кроме как быть готовыми ко всему. Кажется, старик был крайне обеспокоен ситуацией в глубинах. Культиватор по имени Мин горько улыбнулся: но сейчас Дворец Звезд занят борьбой с коалицией Звездопада, поэтому у нас нет возможности покинуть это место, даже если захотим. Но это не точно. У свирепого человека было явное недовольство на лице. Что? Неужели у брата Сюана есть другой путь? Похоже, что Мин был удивлен словам старика. Человек понизил голос и сказал таинственным тоном: хе-хе. Другого пути нет. Я просто слышал, что на острове невероятных глубин есть люди, которые продают талисманы перемещений по высоким ценам. Хотя их мало, но тем не менее есть люди, которые уже вернулись в область внутренних звездных морей. Разве это возможно? Тогда нам стоит культиватор по имени Мин обрадовался его словам. Он хотел было сказать еще что-то, но худощавый старик перебил его. Размечтался. Даже если вам удастся обрести талисманы перемещения, действительно ли вы решитесь вернуться в город звездного неба? Там еще более опасно. По возвращении вас обязательно втянут в конфликт. Хотя демонические звери глубин ведут себя ненормально, они все еще полностью нормальны за пределами глубин. Если что-то действительно произойдет, нам нужно только найти пустынный остров и скрыться там. Это было бы намного лучше, чем быть втянутым в войну. В глазах старика появился странный свет, как будто он долго размышлял над этим вопросом. Услышав это, они невольно переглянулись между собой. Они чувствовали, что план старика был довольно грубым, но он был более практичным. В тот самый момент, когда хотели обсудить этот вопрос со стариком, они внезапно услышали издалека ужасный рев, за которым последовала цепь взрывов. Стеклянный зверь, 2 культиватора на ранней стадии формирования ядра переглянулись между собой и невольно выкрикнули имя демонического зверя. На их лице появился приятный сюрприз. Лицо худощавого старика стало мрачным. Он холодно сказал им: да, это рев стеклянного зверя, но, похоже, кто-то нашел его до нас. Нам нужно скрыться отсюда. Каждый действует по своему усмотрению. Услышав это, двое молчаливо кивнули головой. Все 3 культиваторов формирования ядра превратились в полоски света и исчезли за горизонтом. Что касается культиваторов заложения основ, то они тут же занервничали. Спустя мгновение 3 культиватора формирования ядра очутились на коралловом рифе в нескольких километрах от своего изначального положения. Из этого места доносился вой демонического зверя. Однако то, что они видели, не соответствовало их ожиданиям. Они увидели демонического зверя с сверкающим прозрачным телом, который был пойман в красный световой барьер. Тело зверя было около 10 метров в длину, а из тела свисала бесцветная молочно-белая нить. Зверь изо всех сил пытался вырваться из барьера, проталкивая сквозь него эту молочно-белую нить. Однако не это удивило 3 культиваторов. Они были сосредоточены на чем-то другом. На небольшом острове был юноша, одетый в голубую одежду. Он неподвижно стоял в воздухе, заложив руки за спину. Его лицо было расслаблено. Культиватор с яростным видом взволнованно произнес в голосовой передаче: «Брат Цу, этот человек только на ранней стадии формирования ядра. Мы будем атаковать». В глазах старика появился злобный блеск. Однако ему удалось подавить свое желание атаковать, и он осторожно сказал: «Не спешите, мы сначала лучше убедимся, что поблизости нет других культиваторов». Культиватор по имени Мин также был достаточно осторожен и стал еще более бдительным. «Господин Даос Сюань, брат Цу, вам не кажется довольно подозрительным, что культиватор ранней стадии формирования ядра осмелился поймать стеклянного зверя самостоятельно? Здесь могут быть еще и другие сюрпризы». Когда свирепый мужчина услышал это, его сердце вздрогнуло, и он поспешно охватил окружающее пространство своим духовным чутьем, но ничего не смог найти. В этот момент юноша в голубой одежде атаковал.
По взмаху руки из его ладони вырвалось 7 полос лазурного света. Полоски света закружились в воздухе, а затем объединились в огромный лазурный меч длиной более 30 метров. Меч разверз воздух своими ужасающими колебаниями. Стеклянный зверь, казалось, ощутил опасность меча и тут же создал белый хрустальный шар. Хрустальный шар увеличился до 3 метров в диаметре после того, как покинул пасть зверя-демонов, и тут же направился на перехват огромную мечу. Меч ничуть не изменил скорость и издал слабый рулон грома, продолжая двигаться вниз. Затем он врезался в кристалл мощным ударом. На мгновение огромный меч размылся. Шух! Мгновенно лазурный свет огромного меча исчез бесследно и снова появился над стеклянным зверем, продолжая раскачиваться. Демонический зверь зарычал от ярости, выпуская бесчисленное количество нитей, пытаясь защитить свою жизнь. Хрясь, огромный меч обрушился на голову стеклянного зверя и с легкостью пробил его череп. Зеленая кровь забрызгала во все стороны. 3 культиватора формирования ядра были в шоке от того, как этот юноша смог убить этого зверя в одно мгновение. Это действительно было впечатляюще. Охота на демонических зверей 6-го ранга уже была невероятно сложной, но этот юноша с легкостью убил этого зверя. Неужели этот юноша всего лишь на ранней стадии формирования ядра? Скорее, он на поздней стадии, многократно используя свое духовное чутье, они убедились, что он действительно был лишь культиватором на ранней стадии формирования ядра. Но им было непонятно, как этот юноша смог в одиночку убить этого зверя. Даже если бы все они объединили свои усилия, не было гарантии, что они смогли бы справиться с демоническим зверем 6-го ранга. Неужели этот юноша был настоящей темной лошадкой? Неужели он скрывал настоящий уровень своей культивации с помощью какой-то секретной техники? В их головы начали закрадываться подозрения. Глава 525. Ужасающая репутация. «Братцу, мы атакуем». Похоже, он действительно один, нервно проговорил свирепый мужчина. Изможденный старик посмотрел на него с сомнением в глазах, но не ответил. Когда все трое увидели, как юноша вытащил черную чашу и начал извлекать душу стеклянного зверя, выражения на их лицах сильно изменились, в их глазах появился страх. Культиватор по имени Мин нахмурился при виде колебаний старика и предложил: «Этот человек довольно странный. Давайте лучше оставим его, чтобы не навлечь на себя неприятности». Поскольку эти трое смогли выжить в области моря рассеянных звезд в течение столь длительного времени, они были, естественно, очень осторожными. Сцена, разворачивающаяся прямо у них на глазах, была неописуемо странной. Это даже заставило культиватора Мина отказаться от своих намерений. Взгляд старика долго блуждал, а затем он горько улыбнулся и вяло сказал: «Оставить его? Вопрос теперь не в том, нападать на него или нет, а как нам выжить самим теперь». От слов старика по спинам свирепого человека и культиватора Мина пробежал холодок. Они отлично знали характер старика и знали, что он не стал бы говорить нечто подобное без причины. Старик облизнул губы и сказал шепотом: «Вы, возможно, не заметили, но разве этот человек не похож на того дьявола из недавних слухов, дьявол? Тогда он может быть». Это был он, двое сразу выпалили в тревоге. На их лицах было удивление, старик торжественно пробормотал, как будто говорил с собой: «Абсолютно. Он молодо выглядит, может выпускать несколько летающих мечей, и, кроме того, его свет меча лазурный». Все как в слухах, лицо свирепого мужчины побледнело. Он сказал дрожащим голосом: «Этот человек также известен, как культиватор с целым роем летающих насекомых, но он так и не использовал их с тех пор, как мы прибыли сюда». Это не может быть совпадением, по-видимому, он был потрясен словами старика. Культиватор Мин слегка покраснел и передал голосовую передачу: «Слова брат отцу верны. Этот дьявол выглядит как культиватор ранней стадии формирования ядра и извлекает души демонических зверей. Причина, по которой он не использовал своих летающих насекомых, должно быть в том, что он не чувствовал необходимости. Вы говорите, что этот парень из слухов сущий дьявол. Тогда что мы здесь делаем? Нам нужно как можно скорее покинуть это место. Если он заметит нас, то нам не выжить». Человек со свирепым лицом явно был в панике. Старик попытался успокоить его и сказал: «Не теряй голову. Даже если это действительно тот дьявол, он был сосредоточен на стеклянном звере, когда мы прибыли. Поэтому, вероятно, он не заметил нас. Теперь, когда он убил демонического зверя, он заметит нас, если мы будем действовать необдуманно». Двое других переглянулись между собой и поняли, что слова старика имели смысл. Таким образом, они не смели действовать импульсивно. Старик уставился на юношу, который извлекал душу демонического зверя, и внезапно ему что-то пришло в голову. Он прошептал с сомнением в голосе:
Я слышал, что 4 года назад этот дьявол сражался за демонического зверя 7-го ранга против группы из 9 культиваторов поздней стадии формирования ядра. Ему удалось убить 8 из них в одиночку, но одному из них удалось сбежать. Неужели это правда? Культиватор Мин сглотнул несколько раз, а затем прошептал: «Возможно». Человек, который выжил, был экспертом из секты Нефритового облака, а те, кто умер, были его соучениками. Этот бой привел к тому, что секта Нефритового облака, когда-то известная как одна из 5 великих держав острова невероятных глубин, потеряла треть своих сил. Главный старейшина секты Нефритового облака, мастер Свифт Крейн, пришел в ярость от этого и лично несколько раз прочесывал море в поисках этого дьявола. Но всякий раз его поиски заканчивались неудачей. Многие люди верили, что даже если он найдет этого дьявола, то из этого ничего хорошего не выйдет. В конце концов, судя по тем способностям, которые он проявил, вполне возможно, что он на самом деле является экспертом зарождающейся души. Говорят, что другие фракции острова невероятных глубин уже наслышаны о нем и хотят его нанять. Немного помолчав, старик покачал головой и сказал: «Эксперт зарождающейся души». «Не обязательно. Я слышал, что нет ничего исключительного в культивировании демонических насекомых, вся его свирепость от его странных насекомых. Стоит сказать, что в день битвы он не использовал никаких магических сокровищ, а просто выпустил бесчисленное количество летающих насекомых, которые просто сожрали культиваторов формирования ядра. Вот поэтому его прозвали «дьявол насекомых». Культиватор Мин настаивал, однако брат Су, ты же сам видел, что он и без своих насекомых смог убить стеклянного зверя одним ударом. Даже культиватор на поздней стадии формирования ядра не смог бы провернуть такую мощную атаку. Разумеется, он должен быть замаскированным эксцентриком зарождающейся души. Старик не был с ним согласен и хотел было продолжить, но мужчина со свирепым лицом прервал его беспомощным тоном: «Господа, для нас не имеет значения, является ли он культиватором зарождающейся души. Нет сомнений, что нас он сможет убить с легкостью. Даже мы боимся всего лишь его злой репутации. Говорят, что все культиваторы, которые столкнулись с дьяволом насекомых, были поглощены его насекомыми. Количество культиваторов, которые погибли от его рук, не менее 100. В последние 2 года этот дьявол породил настоящий ужас здесь. Культиватор Мин стал еще более мрачным, услышав это. Его взгляд упал на юношу в синей одежде, и он, глубоко вздохнув, он сказал: «Дьявол насекомых поистине слишком свиреп и кровожаден». Это должно быть правдой, без сомнений. Никогда столько культиваторов не погибало за коротким промежуток времени, и все утверждают, что это работа этого дьявола. И подумать только, мы постучали в его дверь, его голос был полон сожаления. Когда старик услышал это, его лицо тоже стало неприглядным, но он больше не сказал ни слова, он также очень боялся злой репутации дьявола насекомых. В следующие моменты все трое перестали использовать голосовые передачи и молча наблюдали за каждым движением юноши. Они хотели, чтобы он как можно скорее закончил свое дело с демоническим зверем и покинуть это место, чтобы они тоже могли сбежать как можно скорее. В этот момент юноша в синем закончил вытаскивать душу стеклянного зверя в черную чашу. Затем он порылся в трупе и вытащил белое демоническое ядро. В этот момент юноша внезапно поднял голову и огляделся. Когда трое увидели это, они не смели даже дышать. Однако ситуация сложилась вопреки их желаниям. Юноша внезапно перевел свой взгляд в том направлении, где прятались они трое. С легкой усмешкой на лице он холодно сказал: «Вы трое наблюдаете за мной уже достаточно долго. Ну что, насмотрелись? Не хотите показаться?» Услышав это, все трое почувствовали, как холод пробежал по их спинам. «Бежим!» Кто-то из них вскрикнул, и все трое тут же метнулись в рассыпную. Юноша в синем нахмурился и пробормотал: «Я еще не закончил говорить». Почему они бежали в таком ужасе? Они испугались, что я их съем. На его лице появилось замешательство. Вскоре после этого юноша взмахнул руками с угрюмым выражением на лице и выпустил в воздух из 3 сумок для хранения 3 роя трехцветных жуков. Этот юноша был, очевидно, Хань Ли, который только что вернулся из дальних морей. Старик украдкой взглянул на него только и увидел то, что привело его в ужас. Он невольно ускорился. В этот момент Хань Ли отдавал своим жукам команды. Когда трехцветные жуки услышали его, они поднялись в небо и мгновенно сгустились в 3 огромных копья длиной около 3 метров. Затем, с резким и громким свистком, 3 копья размылись ярким светом и тут же метнулись на невероятной скорости. В одно мгновение копья прорвались через небо, исчезли за горизонтом в преследовании 3 сбежавших культиваторов. Хань Ли стоял на месте, не желая гоняться за ними. Вместо этого он начал неторопливо сдирать кожу стеклянного зверя полоской лазурного света. Кожа стеклянного зверя — это высокоранговый материал для улучшения брони.
Он, естественно, не собирался оставлять ее здесь. Затем, превратив остатки в пепел, Хань Ли достал радужную траву и свои инструменты для создания заклинаний на Коралловом острове. Как только он закончил это, на горизонте появились 3 вспышки света, которые летели в направлении него. После того, как они приблизились к нему, он смог ясно видеть, что они были 3 культиватора, которые недавно сбежали. У этих 3 культиваторов были обмотаны вокруг шеи трехцветные веревки. На лицах их была беспомощность. При виде этого Хань Ли схватился за свой подбородок, тайно улыбаясь в своем сердце. После того, как все 3 смиренно упали перед Хань Ли, он улыбнулся и спросил их исключительно дружелюбным тоном: «Могу ли я спросить вас, господа даосы, почему вы так быстро сбежали от меня? Может быть, вы 3 меня знаете?»